Здравствуйте, друзья! Рад вас снова видеть у себя на канале. Наверное, из заставки этого видео и из названия стало понятно, о чем это видео будет. Это видео будет о распаковке посылок с Алиэкспресса, которые я получил. В них должно быть те инструменты, которых мне не хватало для продолжения занятием своим хобби новым. И некоторых инструментов, которые даже у меня есть, но они просто были какого-то худшего качества. Поэтому что-то было заказано. Кстати, довольно быстро получено, потому что первые посылки пришли из Китая до Чехии практически за чуть больше, чем за неделю, 8-10 дней. Пару посылок еще в пути, их я заказал совсем недавно. Но вот основной комплект уже пришел, поэтому я решил поделиться с вами содержимым эти посылки. Распаковки любят все, всем интересно, все любят какие-то подарки, даже если это за деньги подарки. Начнем потихонечку. Да, сейчас мы дам все это у нас в сторону и начнем распаковывать. Так, начнем с этой посылочки. Она самая маленькая. Я примерно догадываюсь, что там есть. Да, это кромкорез. У меня уже есть вот такой кромкорез, который я покупал здесь в Чехии. Ну, тоже китайский, понятно. Но качество у меня совершенно не устраивает. Он изначально настолько тупой, что очень неудобно и неприятно им было работать. Он практически не выполнял свои функции. А вот этот даже по изготовлению видно, что лучшее качество, намного лучшее качество. Если будет интересно, ссылки на эти товары я дам в описании к этому видео. Там будет понятно, в каком магазине я их покупал. И мне, значит, все они дошли в хорошей упаковке, в хорошем качестве. А вот качество товаров, как они работают, я пока обсуждать не готов, потому что только что их получил. Но даже вот по изготовлению я просто вижу, что это совсем другое дело. Совсем другое дело. Ну, попробуем, увидим. Так, кромкорез. Цены я тоже дам, как и в прошлый раз. Я дам все цены в описании. Даже не в описании, наверное, просто на видео все эти цены там будут. Дальше. Следующая посылка. Не знаю, что это, но вскроем, увидим. Здесь сборная посылка. Так, давайте начнем с этого. Это я уже знаю, что это сликер. Я говорил, что вот этот сликер в принципе выполняет свою функцию. Но я заметил, что он не очень такой гладкий, не заброс. Можно было самому его сгладить, его края, но я решил все-таки заказать. Он, в принципе, дешевле даже, чем этот. Ну, во-первых, их два, а во-вторых, они изготовлены из твердого дерева, и, естественно, они очень-очень гладкие. Очень. Выглядит шикарно. Надеюсь, и в работе будут так же себя покажут достойно. Так, сликер. 2 штуки. Давайте вот эту строим. Ага. Это нож. Нож для раскройки материала. Я уже говорил, что при производстве вот этого изделия оно мне не очень понравилось, потому что те ножи, которые я использовал, это был скальпель и обычный нож вот такого типа. Мне это не очень понравилось, как ими работать. Скальпель гнется, и вот эти всякие округлости вырезать им не было удобно. На просторах интернета я увидел несколько видео, на которых очень хорошо отзывались вот о таком ноже SDI. И я его заказал. Его фишка в том, что у него есть система лок, которая закрепляет, как бы сдвигает вот эти губы, и нож внутри он фиксируется.
Unlock, ага. И градус этого ножа, он вот таким способом, он просто самый кончик ножа раздвигается, выдвигается на нужную длину и блокируется. И получается так, что вот этот кончик сидит просто практически мертво. Я думаю, вот эти все искривления очень удобно. Он тяжеленький, у него он сделан из какого-то, ну, наверное, не знаю, алюминиевый или какой-то там сплав. И к нему в наборе было две коробочки с лезвиями по 10 штук в каждой. Так что нож, лезвие в нем и 20 лезвий в комплекте. Так, лучше мы его берем, довольно острый. Так, нож для раскройки материала. Следующая коробочка, не знаю, что там. Друзья, я человек неопытный в создании видео и записи видео, и сейчас совершил одну очень большую ошибку. Во время записи видео я не выключил телефон. Сегодня суббота, выходной день, но в силу моей специальности у меня есть разные заказчики, которые теоретически мне не должны звонить в выходные, потому что здесь так в Чехии, да и вообще в Европе принято в выходные дни никого нельзя беспокоить. Но, тем не менее, заказчик наш товарищ, и он, вполне возможно, послал мне кучу какой-то ненужной абсолютно информации мне в субботу почему-то, но вот он мне ее решил послать. Естественно, пришла эта информация мне на телефон, на который все это снимается, и видео просто-напросто прекратило запись. Поэтому все остальное я об этом не знал, и еще 3 посылки я распаковал, и, естественно, все это произошло впустую. Я просто говорил, записывал, распаковывал, все было хорошо, но потом обнаружил, что это видео не записывалось. Поэтому прошу прощения, как таковой распаковки не будет, но тем не менее я считаю нужным поделиться теми вещами, которые я получил. Они довольно интересные, может быть, будет кому-то полезно. А что же было в этой коробке? В этой коробке были высечники. Высечник — это вот такая вот штучка металлическая, сделанная из твердого сплава и заостренный один край. Для чего он нужен, это понятно из названия. Высекать радиусы, какие-то радиусы. Они тут от большого вот такой, я не знаю, сколько здесь, может быть, сантиметра 1,5, до вот такого вот маленького радиуса. Это удобная вещь, я где-то подсмотрел у кого-то на YouTube, и очень удобно делать все вот такого вида радиуса или вот такого вида радиуса. Просто одним ударом высечника, одним ударом молотка делаешь такой радиус. И не нужно будет каким-то образом мучиться там с ножом. Хотя у меня уже есть и хороший нож, тем не менее, я думаю, для меня будет полезно и такой инструмент иметь в хозяйстве. Даже высечник. Потом была у меня одна большая посылка, и в которой лежало вот это. Вы меня можете спросить, для чего так много мне баночек? А я отвечу, ни для чего. Это просто моя обычная человеческая бестолковость. Потому что, когда заказываешь товары на Алиэкспресс, первое правило — читай внимательно описание. И в описании было написано, что я хотел купить для себя 3 баночки 3 разных цветов. Красная, синяя, зеленая. И я купил там 3 баночки разных цветов. Но в описании было написано, что их будет 5 баночек каждого цвета. Итого я имею в своем хозяйстве теперь 15 баночек для того, чтобы делать вот такую вот работу. Я где-то посмотрел, опять же, это на интернете. Очень удобная вещь. И всем советую приобрести такие же баночки, дозаторы. Накручивается наливается в баночку что-либо, клей, либо токанолы, закручивается, и при склеивании деталей изделия, либо для того, чтобы на грань наносить, можно пальцем, все наносят, многие люди наносят пальцем, но в принципе очень удобная вещь, я где-то видел, просто наносить с помощью такого дозатора то же самое токанола. Нанес, поставил аккуратненько, закрыл, оно не высыхает. С ликером все это загладил, и получится очень красивый урез. Вот такие баночки. Случайно, если вдруг кто-то находится вблизи, там в Чехии,
Кому нужны такие баночки, обращайтесь. По крайней мере, 12 баночек мне не нужны. Так, это дозаторы. Еще я купил, я в прошлый раз говорил, что вот эти высечники, которые у меня и были они куплены здесь в Чехии, у них была проблема. У них была проблема в том, что они размеры между иголками не соответствуют размеру одного высечника, размеру между иголками другого высечника. Вот этот на 6 иголок, вот этот на 4 иголки. Если вы приглядитесь, вот я ближайшие к себе иголки поставил друг напротив друга, то последние иголки уже имеют отличие где-то примерно в полмиллиметра в миллиметр в расстоянии. И получается, что на одном изделии вы не сможете использовать оба высечника. Либо один, либо другой. Но так как у меня двойная тоже соответствует тому, что здесь 4, где 4 иголки, то я не могу использовать вот этот высечник на 6 иголок. Только 4 и 2. Либо все время использовать на 6 и добивать единичкой. Ну, в принципе, это можно и так делать. Но, тем не менее, это какая-то ошибка. И этот высечник на 5 миллиметров, а я решил себе купить высечник фирмы Wuta. Ее очень хвалят на интернете, реально товары у них неплохие, за очень приятные цены. И я решил купить высечники от них. Но чтобы не повторяться, не брать 5 миллиметров, я взял высечник 4 миллиметра. И вот эти высечники уже и 6 иголок и 4 иголки, они четко соответствуют друг другу. Поэтому не зря хвалят эти высечники фирмы Wuta. Качественный товар. Может быть, чуть-чуть еще сравнять вот эту грань, для того, чтобы она была более гладкие грани вот здесь на иголках, чтобы вынималась из кожи полегче. Но, тем не менее, минимальные доработки, я думаю, эти высечники должны прослужить долго и будет приятно с ними работать. Так, высечники фирмы Wuta. И последний товар, который был в этой упаковке, это вот такой разметочный циркуль. Я его приобрел для того, чтобы делать разметку, как понятно из названия, для линии высечения. То есть иголками допустим, по линейке выставляете необходимое количество миллиметров каких-то, 3 миллиметра, и проводя по краю кожи, вы получаете линию на коже, по которой вы потом можете спокойно, четко делать высечку отверстий для нитки. Удобная вещь, в хозяйстве пригодится, разметочный циркуль. Качество, обычное качество какое-то. В масле, значит, должно быть хорошо. Вот, в принципе, наверное, и все в этот раз. Еще несколько товаров едет у меня, но о них я, может быть, расскажу в каком-нибудь рилсе. Это будет быстрое видео. Так что спасибо вам за внимание. Все цены на товары, которые я купил, будут в описании к этому видео. И ссылки на эти товары. Приходите, смотрите, может что-то кому-то будет полезно. Всего доброго, спасибо за внимание. Всего всем хорошего. До свидания.